Вы на канале Grow TV. И это третья часть улучшений вашей жизни. В этом видео вы узнаете, как изменить свою жизнь, с чего начать саморазвитие и как начать жизнь с нуля, как повысить качество жизни, как приобрести уверенность в себе, на основе принципов богатых и успешных людей. Переходим сразу к делу. Поехали! Улучшение уровня жизни, пошаговая инструкция, часть 3. Помни, что ты стоишь большего, и не разменивайся по мелочам. Мечта, как и цель, должна быть большой и безграничной. Большие цели дают нам большую силу и неисчерпаемую энергию. И 11-й навык улучшения жизни – это навык мыслить масштабно. Что это значит мыслить масштабно? Это значит, что твои цели должны быть нацелены на перспективу, на будущее, на года. Да, начинать всегда нужно с малого. С первого маленького шага, с первого плана действий, с первой единицы товара. Но видеть потенциал своей деятельности или любого бизнеса нужно еще на берегу. Вы должны видеть то, к чему вы идете, видеть конечную цель. И после этого нужно всего лишь двигаться в заданном направлении. После каждой новой попытки оттачивать свое мастерство. Делать работу над ошибками, убирать недочеты и двигаться дальше. С каждым разом улучшая свою работу, продукт или услугу. Например, как на своем производстве. На производстве никогда не запустят большую партию сразу. Сначала делают одну деталь. Совершенствуют, учитывая все недочеты. И только после этого запускают небольшую партию. Потом опять все проверяют и совершенствуют как деталь, так и методы производства, постепенно увеличивая качество и масштабы своего бизнеса. Также и с закупкой товара или с запуском рекламных кампаний на Facebook. Сначала предприниматель тестирует одну единицу товара, и если она окажется рентабельной, только после этого закупает большие партии или запускает большие рекламные кампании. Это экономит и время, и деньги. Но перспективу видеть нужно в самом начале. Еще на старте нужно понимать, куда ты можешь прийти, и кем ты можешь в итоге стать, и достаточно ли тебе этого будет. Или стоит поставить себе более масштабные и амбициозные цели. Начинай только то, чем будешь заниматься всегда. Учись мыслить масштабно, не упираясь ни в какие потолки. Если твое дело не имеет потенциала развития, стоит задуматься, а нужно ли это вообще начинать. В любом деле целься в звезды, и хотя бы на Луну точно попадешь. Если ты хочешь повысить качество своей жизни и перейти на новый уровень, ставь лайк, подписывайся на канал. Вместе мы придем к цели. Напиши в комментариях, что на твой взгляд могло бы поднять твою жизнь на новый уровень, а мы продолжаем. 12-й шаг улучшения жизни, с одной стороны, очень банальный, а с другой, это чуть ли не первый по важности шаг, без которого нет смысла говорить о чем-то дальше. Так как это базовый шаг. И если вы научились мыслить масштабно, теперь вам нужен мощный двигатель для своего дела. И это правильное питание. Питаться качественной едой в достаточной мере – это фундаментальный. Если вы плохо питаетесь, у вас нет ни сил, ни желания, ни настроения вообще что-либо делать. И почему-то такие базовые вещи мы склонны переносить на второй план. И никак не находим на них время. Ссылаясь на собственную лень и беспомощность. А возможно, достаточно поменять свой рацион питания, и лень пройдет сама собой. А глаза засияют. Ведь мы – это то, что мы едим. И рацион питания, как ничто другое, влияет на нашу энергию, силы и продуктивность. И без качественного питания двигаться к звездам просто невозможно, у вас просто не будет топлива, на чем до них долететь. Это именно то, что помогло в свое время мне. Казалось бы, банальщина, но как много людей не придают питанию значения и ищут причину в чем-то другом. А оказывается, причина плохого самочувствия и лени лежит на поверхности. Правильное питание – это ваше топливо, на котором вы летите. Или еле ползете на неправильном питании, выбирать вам. И чем лучше ваше питание, тем продуктивнее и счастливее вы сами. Не откладывайте свой рацион на потом.
Пересмотрите свое питание. Это не сложно, а результаты вас сильно порадуют. Успешные люди сами создают свою жизнь. Но какое качество помогает осуществлять им все задуманные планы? Для того, чтобы быть успешным человеком, быть спокойным, управлять своим временем и своей жизнью в целом, вам понадобится воспитать в себе одно важное качество. Это внутренняя дисциплина. Почему дисциплина так важна, и все, кому не лень, говорят о ней? Внутренняя дисциплина – это свобода. Если вы управляете собой, значит вы управляете своим временем, а следовательно и своей жизнью. И значит вы свободный человек. Вы сами контролируете свою жизнь. Если вы не будете этого делать, обязательно найдется тот, кто будет занимать и тратить ваше время, а следовательно и управлять вашей жизнью. Если вы не займете время своими делами, кто-то другой обязательно его займет своими. Если вы обладаете навыком личной дисциплины, вы можете достичь чего угодно. Вы можете правильно спланировать свое время, спланировать все текущие задачи, свою работу и отдых. И взять полный контроль над своей жизнью. Следовательно, быть максимально продуктивным и всегда полным сил. Если у вас есть внутренняя дисциплина, значит у вас все идет по плану. Вы можете упорядочить все в своей жизни, жить в гармонии с собой и достигать любые цели. Успешный человек всегда знает, когда у него отведено время для работы, для какой именно, и когда пришло время отдыхать. У него все спланировано и расписано, все разложено по полочкам и по минутам, никто не может его отвлечь, так как все знают, что он занят делом. И поэтому нет никакого стресса и никаких неожиданностей. Все прозрачно, понятно и упорядочено. Следовательно, он эффективен, спокоен, целеустремлен. И всегда уверенно достигает своих целей. Возьмите свою жизнь под контроль, и это, несомненно, улучшит ваше качество жизни. Вы сможете достигать своих целей легко, просто и прогнозированно. Практические техники грамотного планирования своего времени вы можете посмотреть в других наших видео на канале. И 14-й шаг на пути к улучшению жизни. Это небольшой лайфхак для жизни, который, несомненно, сэкономит вам время в любом деле. Это здоровый консерватизм. Что значит здоровый консерватизм и как он может улучшить качество жизни? Быть здоровым консерватором – это значит пользоваться проверенными методами. Это не значит быть противником всего нового, это значит не забывать о наработанном старом. Это значит не пытаться изобретать велосипед, если он давно существует. Уметь пользоваться рабочими схемами. Пользоваться лучшими наработками профессионалов и мастеров своего дела. Зачастую молодые люди весьма амбициозны и любят начинать все с нуля. Сжигать все мосты и вообще достаточно радикально подходят ко многим вопросам в жизни. Но на самом деле куда эффективнее пользоваться уже наработанным опытом других людей. Как в бизнесе, в спорте, так и во многих других вопросах. Куда эффективнее прийти в фитнес-зал и взять пару тренировок у профессионала. Чтоб разобраться, как правильно тренироваться. Какую соблюдать технику на разных тренажерах, какой придерживаться последовательности, как часто и с какой нагрузкой эффективнее заниматься в зале и как правильно питаться. Это куда эффективнее, чем пытаться разобраться в этом самому. Если к таким вопросам не подходить серьезно, а заниматься лишь бы как, ничего толкового с этих тренировок не выйдет. Пользуйтесь услугами профессионалов. Так вы сэкономите огромное количество времени и точно достигнете желаемых результатов. Точно так же можно действовать и в любом другом деле. Как здоровый консерватор. Если вы один раз купили качественную вещь определенного производителя, и она вам понравилась, в то время, когда вам понадобится что-то аналогичное, не обязательно искать что-то другое. Берите уже проверенные вещи у проверенных производителей. Так вы экономите свое время и точно получите то, что ожидаете, без какого-либо стресса. Ведь это уже проверенная вещь лично вами. И 15-й шаг на пути улучшений в жизни – это дресс-код. Но этот шаг стоит применять только в том случае, если вы прошли все предыдущие. Одним лишь внешним видом фундаментально качество жизни не изменишь.
Но если вы уже добрались до этого шага, добро пожаловать на новый уровень. Да. Одни успешные люди следят за модой. Другие мало придают этому значения. Но ни один богатый и успешный человек не будет ходить в неудобной и некачественной одежде, ведь это как минимум непродуктивно. И может отвлекать от основной деятельности. И главный 16-й пункт в изменении своей жизни. Это время. Время – это самая дорогая валюта в нашей жизни. Научитесь ценить свое время. Умение балансировать свое время – это искусство, которым должен обладать каждый уважающий себя человек. Если вас в любой момент могут оторвать от ваших дел, значит вы не цените свое время. Управлять временем нелегко, но оно того стоит. Первоначально вы сами должны знать, на что хотите потратить свою жизнь. А значит и свое время. На семью, самореализацию, а может вы хотите изменить мир, изобретая инновации. Время – наше все. Как только определились с целью, не позволяйте никому красть ваше время. Это совсем не значит, что все время нужно тратить на работу или что-то одно. Просто у вас должен быть баланс. И если вы отдыхаете, это должен быть ваш выбор, а не навязанный кем-то. И 17-й шаг к улучшению жизни – это умение действовать. Не откладывайте жизнь на потом. Действуйте. Как только к вам пришла идея, запишите ее. Как только вы определились с целью, действуйте. Нет лучшего момента, чем здесь и сейчас. С чего вы взяли, что будет момент лучше и подходящее, чем сейчас? Да, мы можем анализировать прошлое. Но мы не можем предсказывать будущее. Ничего не бойтесь, действуйте незамедлительно, все, что пойдет не так, исправите по ходу. Нет ничего хуже, чем всю жизнь мечтать, так ничего и не начав. Получается у тех, кто что-то делает. Кто ничего не делает, у тех не получается ничего. Ничего не бойтесь. Действуйте. Если это видео было вам по духу близко, с вас колокольчик, лайк, подписка. А с вами был канал Grow TV, увидимся в следующем видео.